Дорогие друзья, приветствую вас на канале Movie Hit Parade. В этом видео самые кассовые хиты 2024-2025 годов. Зрелищный Голливуд, настоящие жемчужины украинского кино. Анимация, экшен, романтика и магия. Истории, которые покорили зрителей всех возрастов. Это не просто перевод предыдущего выпуска на русский язык. Я обновила информацию о некоторых фильмах, поскольку их популярность продолжает стремительно расти. А рекламные блоки наших партнеров теперь вынесены в отдельное видео. Его можно найти в плейлисте «Скидки и подарки» на моем канале. Этот плейлист будет регулярно обновляться, что удобно для всех, кто любит приятные бонусы от нашего проекта. Ссылка на видео в закрепленном комментарии. А теперь к сегодняшнему топу. Сегодняшний хит-парад открывает фильм «Майнкрафт. Муви». Это увлекательное путешествие в мир, где воображение не имеет границ. Фильм полон юмора, приключений и знакомых элементов игры, которые понравятся как поклонникам Майнкрафт, так и новым зрителям. Жанр кинофильма – приключенческий фэнтези-боевик. Производство – Warner Bros. В сотрудничестве с Mojang Studios. В главных ролях – известные кинозвезды. Джейсон Момоа, мускулистый супергерой из «Аквамена», теперь в совершенно новом приключении. Джек Блэк, голос панды кунг-фу и любимец комедий. Эмма Майерс, звезда сериала «Венсдей». Дженнифер Кулидж, королева комических ролей, обладательница премии Эмми и «Золотой глобус». Даниэль Брукс, номинантка на «Оскар», звезда фильма «Цвет пурпурный», режиссер Джаред Гесс, известный по фильму «Наполеон Динамит». Поэтому и эта история обещает быть нестандартной и смешной. Фильм вышел на экраны в Украине 3 апреля 2025 года. На данный момент, по данным Box Office Mojo, он уже собрал почти $1 миллиард в мировом прокате. Это действительно впечатляет. В центре событий 4 неудачников из городка Чуглас, Айдахо, бывший чемпион по видеоиграм Гаррет Мусорщик, Гаррисон, Джейсон Момоа, подростки Генри, Себастьян Юджин Хансен и Натали Эмма Майерс, а также риэлторка и собственница передвижного зоопарка Даниэль Брукс. Случайно они активируют загадочную сферу, которая открывает портал в мир, построенный из блоков, где все возможно. Там они встречают Стива, Джек Блэк, первого путешественника из реального мира, ставшего легендарным мастером в этой вселенной. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы найти путь домой, преодолевая препятствия, строя постройки и сражаясь с врагами, такими как пиглины и зомби. На сегодняшний день фильм «Майнкрафт Муви» можно посмотреть на платформах Свит ТВ и Киевстар ТВ. Второй фильм, который я рекомендую посмотреть, это анимационный фильм «Муфаса. Король лев 2024». Эта новая часть классической истории приведет нас к величественному миру саванны, где мы снова встретим героев, которых так полюбили. Настоящее кино для всех, кто ценит отличную анимацию и глубокие эмоции. Эта картина уже имеет большой успех. Кассовые сборы превысили впечатляющие $720 миллионов. Жанр – анимация, приключения, драма. Киностудия – Walt Disney Pictures. Режиссер Барри Дженкинс. Главные роли озвучивают Муфаса, Аарон Пьер, Така – Келвин Гаррисон-младший, Симба – Дональд Гловер, Нала – жена Симбы, Бейонсе, Рафики, Джон Кани. Муфаса. Король лев. 2024 года – это приквел к легендарной истории «Король лев», созданный, чтобы рассказать, кем был Муфаса, до того, как стал могущественным правителем саванны и отцом Симбы. Фильм показывает его молодость, путь к королевству и события, сформировавшие его характер. На этот раз в центре сюжета двое львят – Муфаса-сирота, которого смыло наводнение, и Така – юный лев благородного происхождения, который впоследствии станет тем самым Шрамом, главным антагонистом первого фильма. В фильме мы видим, как между ними поначалу зарождается дружба, но со временем все меняется. Зависть, борьба за власть и собственные травмы разделяют их. И именно здесь зрители впервые узнают, как Така превратился в коварного Шрама. Историю рассказывает мудрый Рафики, тот самый, который держал Симбу на скале в первом фильме. Он делится прошлым с Киарой, дочерью Симбы и Налы, которая растет и готовится к своей роли в будущем. В фильме появляется и новый опасный антагонист – Кирос, возглавляющий стаю чужаков, ставящих под угрозу будущее саванны. Это увлекательная, эмоциональная и визуально впечатляющая история о судьбе, выборе и силе характера. А еще о том, как даже из маленького льва может родиться легенда. Фильм поразил зрителей визуальными эффектами и музыкой, и его уже упоминают среди потенциальных номинантов престижных премий. Муфаса. Король лев вышел в прокат 20 декабря 2024 года.
На данный момент фильм можно посмотреть на Свит ТВ, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video. А мы продолжаем. Но прежде чем перейти ко второму фильму, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые рейтинги. Лайк и комментарий помогают видео продвигаться, а ваши донаты — создавать еще больше интересных историй о любимом кино. Третий фильм, который я рекомендую посмотреть, это комедия «Гадкий. Я 4». Мы снова встречаемся с любимыми героями, харизматичным Гру, его семьей и самыми популярными персонажами всей франшизы – неугомонными миньонами. Жанр – анимация, комедия, семейный. Киностудии Universal Pictures Illumination. Режиссер Крис Рено. В главных ролях Стив Карелл, Гру, Кристен Виг, Люси и Пьер Коффен, традиционно озвучивший неугомонных миньонов. В первый уикенд в США фильм собрал $75 миллионов. В общей сложности фильм заработал почти $1 миллиард в прокате. Это невероятно. В новом фильме «Гадкий. Я 4» Гру и его семья вступают в новую эру приключений. После рождения сына, Гру-младшего, семья сталкивается с новыми вызовами. Их покой нарушает новый враг – Максим Лемаль, обладающий способностью превращаться в насекомое. Чтобы защитить свою семью, Гру вступает в борьбу с новым врагом, что приводит к ряду комических и увлекательных событий. Если вы хотите погрузиться в мир смеха, приключений и семейных ценностей, «Гадкий. Я 4» — это идеальный выбор для просмотра с родными и друзьями. Не упустите возможность насладиться этой яркой анимационной комедией. Фильм «Гадкий. Я 4» вы можете посмотреть на Kyivstar TV, Apple TV, Amazon Prime Video. Четвертый фильм, который точно стоит вашего внимания, это «Моана 2». Да, она возвращается. Любимая героиня снова отправляется в увлекательное морское приключение. И этот мультфильм обещает быть не менее ярким и душевным, чем первая часть. Фильм уже собрал в прокате более $1 миллиарда. И это красноречивое подтверждение, что его стоит посмотреть. Жанр – анимация, приключения, музыкальный. Киностудии Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios. Режиссеры мультфильма – Дэвид Джи Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер. Главные роли озвучили Аулия Кравальо в роли Моаны и Дуэйн Джонсон как полубог Мауи. Также в состав актеров вошли Темуэр Моррисон, Николь Шерзингер и Алан Тьюдик. Через 3 года после событий первого фильма Моана отправляется в новое путешествие, чтобы найти потерянный остров Мату-Фиту. Этот остров, по легендам, способен объединить народы Океании. Вместе с ней отправляются ее верные друзья – Мауи, Пуя и новые союзники – Лота, Келли и Мони. Их ждут опасные воды, загадочные существа и новые вызовы. В финале фильма «Моана», рискуя жизнью, ломает проклятие, державшее остров в плену. Она получает божественные силы, становясь полубогиней, подобно Мауи. Ее новые татуировки символизируют достижения и новую роль в мире. Продолжение истории Моаны получило признание критиков. В 2025 году фильм номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм» и сразу на 4 номинации Annie Awards. Его хвалят за качество анимации и впечатляющие визуальные эффекты. Фильм «Моана 2» вы можете посмотреть на платформах Megogo, Свит ТВ, а также на Amazon Prime Video. Когда кажется, что после волшебной «Моаны 2» зрительские сердца уже ничем не удивить, на арену выходит дуэт, от которого взрывается вся киновселенная. Юмор, драйв, безумная харизма и супергерои на грани добра и хаоса – все это о фильме, превзошедшем даже анимационный хит по кассовым сборам. Встречайте! «Дэдпул и Росомаха» 2024 года. С момента премьеры фильм собрал уже более $1 338 миллионов, став вторым по кассовым сборам фильмом 2024 года. Жанр – экшен, приключения, супергеройский. Киностудии Marvel Studios, Maximum Effort, 21 Labs Entertainment. Режиссер Шон Леви, номинант на премию Эмми. Наиболее известный как режиссер приключенческих фильмов «Ночь в музее», фильма экшена с роботами «Живая сталь», комедии «Главный герой». Это его первый фильм для Marvel и сразу один из самых ожидаемых и успешных проектов студии. В главных ролях Райан Рейнольдс, актер, продюсер, номинант на премию «Золотой глобус» и навсегда Дэдпул. Звезда фильмов «Дэдпул», главный герой, телохранитель жены киллера, известен фирменным юмором и энергетикой, которую невозможно не заметить. Хью Джекман, обладатель премии «Золотой глобус» и номинант на «Оскар», легендарный Росомаха из «Люди Икс» и звезда мюзикла «Величайший шоумен», актер с невероятной харизмой и голосом, покорившим Бродвей. Эмма Коррин – звезда сериала «Корона», где сыграла принцессу Диану.
В фильме «Дэдпул и Росомаха» предводительница мутантов, загадочная Кассандра. Необычный выбор для супергеройского кино и именно поэтому интригующий. В новой части киновселенной Marvel Дэдпул Райан Рейнольдс оставляет свою жизнь наемника и пытается найти себя в новой реальности. Однако его спокойствие нарушает появление агента Парадокса из Управления временными вариациями, предлагающего Дэдпулу стать героем в мультивселенной. Чтобы спасти свой мир от уничтожения, Дэдпул обращается за помощью к Росомахе, Хью Джекман. Вместе они противостоят могущественной Кассандре Нови, Эмма Коррин и ее армии мутантов. Фильм поражает не только динамичным сюжетом, но и появлением многочисленных персонажей из предыдущих фильмов Marvel – Пайро, Лаура, Электро, Блейд, Человек-факел и многие другие. Это подлинный подарок для фанатов, которые смогут увидеть любимых героев в новом свете. Фильм получил номинацию на «Золотой глобус» 2025 года в категории «Лучшее кассовое представление». «Дэдпул и Росомаха» — это не просто очередная часть франшизы, а настоящий кинематографический взрыв, сочетающий в себе юмор, драму и увлекательный экшен. Это история о том, как совершенно разные герои могут объединиться ради общей цели. Где смотреть фильм? На Мегаго, Свит ТВ и Amazon Prime Video. Теперь я перейду к самому кассовому фильму среди голливудских анимаций «Головоломка 2» 2024 года, который уже собрал почти 1 миллиард 699 миллионов долларов в мировом прокате. Жанр – анимация, драма, комедия. Киностудия – Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. Режиссер Келси Манн. Главные роли озвучивали Райли Кенсингтон Талман, мисс Андерсон, Дайан Лейн, мистер Андерсон, Кайл Маклахлен. В «Головоломке 2» мы снова встречаем 13-летнюю Райли, которая поступает в старшую школу. Ее эмоции – радость, печаль, гнев, скука и тревога – становятся главными героями, управляя ее внутренним миром. В новом фильме эмоции теперь формируют отдел самооценки Райли. Когда Райли отправляется на хоккейный лагерь, тревога пытается помочь ей справиться с новыми трудностями. Однако в результате возникает проблема. Эмоции начинают противоречить друг другу, а тревога слишком сильно доминирует, что создает конфликты между эмоциями и изменяет ее поведение. Это влияет на отношения Райли с подругами и ее место в хоккейной команде. Мультфильм «Головоломка 2» уже получил 3 номинации на престижные кинопремии 2025 года в категории «Лучший анимационный фильм» – «Оскар», «Золотой глобус», «Annie Awards». Это говорит о том, что этот мультфильм действительно стоит вашего внимания. Где смотреть фильм? На платформах Мегаго, Свит ТВ и Amazon Prime Video. А теперь давайте перенесемся от Голливуда к украинскому кино. Далее я предлагаю посмотреть романтическую комедию «Пёсики», ставшую настоящим кассовым хитом 2025 года. Фильм собрал более 32 миллионов гривен в украинском прокате и уверенно вышел на международную арену. В марте прошли показы в США и Канаде, в кинотеатрах Нью-Йорка, Филадельфии и других городов. В апреле его тепло приняли зрители в Израиле, а в июне – аплодисменты в Лондоне. «Пёсики» покоряют мир шаг за шагом, страна за страной. Съемки фильма «Пёсики» проходили в Киеве и его окрестностях. В фильме приняли участие более 100 собак, большинство из приютов в Гостомеле. Каждому актеру подбирали собаку с учетом характера, чтобы создать настоящую эмоциональную пару. Жанр – романтическая комедия. Киностудия. Фильм UA. Режиссер фильма «Пёсики» Алексей Ясаков. Это его дебют в полном метре. До этого он работал над одной из новелл в нашумевшем сериале «Первые дни». Леся Никитюк в роли Яны. Известная телеведущая Нового канала дебютирует в кино. По ее словам, она очень переживала, как зрители воспримут ее первую актерскую работу. Тарас Цымбалюк. Популярный актер театра и кино. Его появление в ленте придает глубины, харизмы и настоящей мужской энергии. Артур Логай в роли Вала. Звезда сериала «Поймать Кайдаша» и победитель танцев со звездами. Его герой – яркий, смешной и очень уверенный в себе риэлтор. В фильме «Пёсики» 2025 главная героиня Яна – успешная, самоуверенная карьеристка и ярая холостячка. Она привыкла к краткосрочным романам и не стремится к серьезным отношениям. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда после каждой ночи любви ее партнеры начинают превращаться в собак. Это загадочное проклятие заставляет Яну переосмыслить свои ценности и взгляды на любовь и отношения. В попытках снять с себя проклятие Яна сталкивается с рядом комических и одновременно трогательных ситуаций.
Она знакомится с мужчиной по имени Паша, с которым у нее начинают развиваться искренние романтические отношения. Однако впоследствии выясняется, что Паша – полицейский, расследующий дело об исчезновении мужчин, все из которых стали песиками Яны. Хотя фильм не раскрывает подробно, как именно Яна лишается проклятия, сюжет акцентирует внимание на ее внутренних переменах. Она проходит путь от эгоистической карьеристки к женщине, способной на искреннюю любовь и ответственность. Эти трансформации в характере Яны становятся ключом к решению ее проблемы. Где можно посмотреть фильм «Песики» сейчас? Он уже доступен на таких платформах, как Netflix и Kyivstar TV. 8-й фильм, который я предлагаю посмотреть, это фильм «Еремчук. Несравненный мир красоты» 2024 года. Фильм собрал в прокате 15 миллионов 300 тысяч гривен. Жанр документальный. Киностудия Knife Films. Режиссер Артем Григорян. В главной роли Назария Еремчук. С сентября 2024 года фильм «Еремчук. Несравненный мир красоты» доступен для просмотра на Netflix и Kyivstar TV. Уже в первый уикенд показа на Netflix фильм вошел в тройку самых популярных среди украинских зрителей, подтвердив искренний интерес к судьбе великого артиста. Еремчук. «Несравненный мир красоты» — это не просто фильм, а настоящий музыкальный эпос, рассказывающий о пути первой украинской поп-звезды Назария Еремчука. От его победы на конкурсе «Песня-71» с хитом «Червона рута» до выступлений в Чернобыле и Афганистане этот фильм открывает занавес над жизнью артиста, который стал символом украинской музыки 70-х-90-х годов. Снятый по инициативе дочери певца Марии Еремчук, фильм включает эксклюзивные кадры из семейного архива, личные дневники Назария и воспоминания близких и коллег. Это глубокое погружение в эмоциональный мир артиста, который, несмотря на все трудности советской эпохи, остался верен своей мечте – петь для людей. В фильме звучат легендарные хиты Назария Еремчука, такие как «Червона рута», «Водограй», «Гай, зеленый гай» и «Стажары», ставшие неотъемлемой частью украинского музыкального наследия. Фильм «Еремчук. Несравненный мир красоты» доступен для просмотра на Мегого, Свит ТВ, Netflix и Kyivstar TV. 9-я лента, которую стоит посмотреть, это «Конотопская ведьма». Этот фильм уже стал настоящим кинематографическим феноменом. Он уже собрал в прокате более 57 миллионов 400 тысяч гривен по всей Украине. Эти впечатляющие цифры свидетельствуют о том, насколько зрители с нетерпением ждут историй, объединяющих магию с реальностью. Жанр – мистический триллер, фэнтези, драма. Киностудия. Фильм UA. Режиссер – Андрей Колесник. В главных ролях – Татьяна Малкова, Тарас Цымбалюк, Елена Хохлаткина, Павел Вишняков, Иван Шаран, Ярослав Шахторин. В сердце Украины, в Конотопе, жила Елена, обычная женщина, отказавшаяся от своих магических сил ради любви к Андрею. Их мирная жизнь рушится, когда начинается полномасштабная война, и город захватывают оккупанты. Андрей погибает на ее руках, и Елена, охваченная яростью, возвращает свои колдовские силы. Она становится безжалостной ведьмой, мстящей врагам, используя древние обереги и магические ритуалы. «Конотопская ведьма» — это не просто фильм, а мощный эмоциональный опыт, сочетающий мистические элементы с реалиями войны. Это история о любви, потере и мести, которая оставит след в сердце каждого зрителя. Где посмотреть? На платформе Kyivstar TV и в кинотеатрах «Планета кино». А теперь время для финального акцента в нашем кинематографическом марафоне. Украинский фильм, который точно не оставит вас равнодушным. «Я, Победа и Берлин» 2024 года. Это сочетание драмы и комедии с философским привкусом, где музыка, авто и мечты переплетаются в неожиданное приключение. И у этой ленты уже есть чем похвастаться. «Я, Победа и Берлин» собрала в прокате 59 миллионов 300 тысяч гривен. Жанр кинофильма, дорожный фильм, комедия. Режиссер Ольга Ряшина. В главных ролях Иван Блиндер, Владимир Гева, Мария Стопник. Кинокомпании-производители Star Media, App Hub, Golden Tile. Фильм UA Distribution отвечала за распространение фильма в Украине. «Я, Победа и Берлин» — это трогательная и ироническая история о мечтах, поиске себя и дружбе, вдохновленная автобиографическими воспоминаниями легендарного Кузьмы Скрябина. События разворачиваются в 90-х. Главный герой, начинающий музыкант Кузьма, отправляется в Берлин с целью обменять свою старенькую Победу на вожделенный Мерседес. Он обещает своей девушке Барбаре вернуться на новой машине и успеть на концерт своей группы, которая должна состояться через 3 дня. Однако в процессе путешествия
наполненного приключениями и неожиданными поворотами, Кузьма переосмысливает свои приоритеты. В конце концов, главным для него становится не автомобиль, а музыка, его настоящее призвание. Фильм снят по мотивам книги Кузьмы «Я, Победа и Берлин» и стал настоящим подарком для всех поклонников творчества Скрябина. И не только. Это лента, после которой хочется улыбнуться, вспомнить свой первый автомобиль, свои мечты и, возможно, дать им еще один шанс. Где посмотреть этот фильм? На платформах Megago и Netflix. Вот и завершился наш топ-10 лучших фильмов. Надеюсь, вам что-то пришлось по душе. Не забудьте посмотреть видео с подарками и скидками от наших партнеров. Ссылка в закрепленном сообщении. Наслаждайтесь фильмами и до новых встреч!